Если у вас вот такая вот ошибка, то сейчас я вам попытаюсь помочь. Для начала вам нужно скачать Visual C++. Скачать это можно на официальном сайте. Ссылки я оставлю в описании. Для 64-битной системы вам нужно скачать 2 файла. Для 32-битной системы только первый файл. После скачивания вам нужно будет их установить. Нажимаете здесь Agree, Install. Нажимаете Done. Закрываете и также проделаете с вторым файлом. Если у вас вылезет данное окно, то здесь нажимаете Repair. Так как у меня все установлено, я устанавливать не буду. Здесь закрываю просто. Если не помогла последняя версия, то вам придется скачать 8 года, 10, 12 или 13 года. Можете установить каждую из этих версий. Если ничто из этого не помогло, вам нужно будет скачать DirectX. Вы нажимаете здесь скачать, нажимаете сохранить файл и запускаете этот файл. Нажимаете да, здесь нажимаете я принимаю условия, здесь нажимаете не устанавливать. Далее. Так как у меня новая версия DirectX, я здесь просто нажимаю готово. Если этот метод вам не помог, переходите к следующему. Нужно будет скачать Net Framework. Скачивайте последнюю версию. Здесь можно выбрать русский, либо просто скачать через такую ссылочку. Здесь нажимаете также сохранить файл. Открываете его, нажимаете да. Так как у меня он и так обновлен, я здесь просто нажимаю закрыть. Если у вас не было обновления, здесь вы нажимаете продолжить. И также там будет простая установка. Если ни один из этих методов не сработал, вам нужно будет открыть вашу игру либо программу через администратора. Сделать это довольно легко. Нажимаете правую кнопку мыши, запустить временный администратор. Если эти методы вам не помогли, напишите об этом в комментариях, я вам попытаюсь помочь. Если помогли, поставьте лайк, подпишитесь на канал, а также напишите об этом в комментариях.